Вступление к этому ролику мы записываем в последний момент, и оно не имеет отношения к основной теме видео. Вчера в ходе российского удара по Одесской области один из дронов камикадзе «Шахид» попал по жилой многоэтажке в Одессе. Так получилось, что мы, я и наша команда, знакомы с человеком, у которого в этом доме погибли родная сестра Анна Николаевна Гайдаржи и племянник Тимофей. Меня попросили рассказать о горе, которое постигло семью. Это последние фотографии из Инстаграма Анны и ее мужа Сергея, на которых их семья запечатлена целиком. Они были сделаны на Рождество. Я посмотрел этот Инстаграм. Там вся семейная история. Свадьбы, рождение Лизы, появление на свет маленького Тимофея. Родился он совсем недавно, 20 ноября прошлого года. А уже 2 марта этого года Тимофей погиб вместе с мамой. Ей был 31 год. Вот снимок, опубликованный местными СМИ. На этой фотографии видно место, где смогли уцелеть Сергей и 3-летняя Лиза. Где окно, из которого свисают шторы. Там комната, где они находились в момент удара. А это их машина, которая была припаркована недалеко от дома. На ней, хоть с трудом, но еще можно разглядеть рекламу на русском языке «Ремонт подушек безопасности». Даже когда началась война, Анна и Сергей Гайдаржи рассказывали в своих постах не о ней, а о своем семейном счастье. Писали то на русском, то на украинском. Видно, что это очень верующие христиане, отмечавшие Пасху и Рождество. И у них половину семьи российская армия убила иранским шахидом. Я хотел бы прочитать пост, который они написали накануне полномасштабного вторжения. С новым 2022 годом! Благодарность Творцу за прожитый год, полный благословений и милости. За чудесный подарок, нашу доченьку. Особенный год с новой жизнью. Божьего мира нашим домам и семьям. Благодарного сердца, святой жизни. В закрепленном комментарии будут реквизиты для помощи выжившим Сергею и Лизе. Им сейчас негде жить, к тому же Сергей какое-то время не сможет работать. Ему нужно похоронить жену и сына и быть рядом с маленькой дочкой. А теперь мы переходим к основной теме нашего сегодняшнего ролика. Одна из тем, которые волнуют людей антивоенных и либеральных взглядов в России, это конфликты в оппозиции. Иногда складывается ошибочное представление, что либералы только и заняты критикой друг друга, а вот провоенные спикеры и пропутинская пропаганда превратились в эдакий монолит, непрошибаемую стену. Такое впечатление возникает по той простой причине, что люди наших взглядов внимательно следят за происходящим только по эту сторону информационных баррикад. Мы смотрим каналы команды Навального, Живого Гвоздя, Дождя, ну и мой канал, видимо. И не особо обращаем внимание на другую сторону, что творится у провоенных агитаторов. А вообще-то страсти там не шуточные. Спикеры устраивают друг другу травлю, доводят до самоубийства. А медийное крыло неонацистской группировки «Русич» жалуется на политическую цензуру. Сегодня мы посмотрим, что происходит в среде военных блогеров. Обсудим, насколько им комфортно в нынешней системе. Небольшой спойлер – не очень-то. Мы уже не раз говорили о феномене военных блогеров, которые после начала широкомасштабного вторжения в Украину гордо окрестили себя военкорами. Сразу оговоримся, что лучше их так не называть, хотя бы из уважения к настоящим военным корреспондентам вроде Константина Симонова и Эрнеста Хемингуэя. Так вот, военблогеры быстро стали популярны среди по-настоящему провоенно настроенных граждан, пусть их и не так много. Не у тех, кто после тяжелого дня смотрит вечерний выпуск новостей, чтобы узнать, от чего мы спасаем Украину сегодня. Нет, военблогеры интересны тем, кто пассивному потреблению телепропаганды предпочитает активный поиск достоверной информации. И чем сильнее у человека провоенные взгляды, тем отчетливее он понимает, что от телевизора правды не дождаться. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Потерь в вооруженных силах России нет. Называть Игоря Коношенкова, Андрея Гурулева, Андрея Картополова и других маячащих на телевидении высших офицеров презрительным словом «лампасники» придумали люди отнюдь не наших с вами взглядов. Лампасники, фанерный маршал – это определение из лексикона провоенной аудитории, которая действительно следит за движениями фронтов и болеет за победу России в войне. И потому постоянно фрустрирует от очковтирательства, которое исходит из всех официальных источников информации.
Аудитории этой потребовалась альтернатива. А путинской системе теперь потребовалось эту альтернативу устранить. Популярных авторов провоенных телеграм-каналов еще летом прошлого года посадили за один стол с президентом. Система, таким образом, вроде как признала значение военблогеров в медийном поле, но одновременно с этим решила их подчинить. Примерно тогда же был арестован Игорь Стрелков-Гиркин, который не хотел подчиняться и был как-то себе на уме и писал всякое. Критиковал военно-политическое начальство за провалы, выражал скепсис относительно хода спецоперации. А кто не садится за стол с президентом, тот садится за решетку. Такие в той среде теперь правила. Майкл Наки, который часто делает обзоры Z-телеграмма, вывел интересную закономерность. Когда появляется новый провоенный телеграм-канал, из него поначалу можно почерпнуть много любопытной информации, которая очень расходится со сводками Минобороны. Но стоит такому каналу раскрутиться и обрасти подписчиками, компетентные госорганы обращают на него пристальное внимание и тут же приводят автора к общему знаменателю. На днях в знак протеста против цензуры один из самых известных военблогеров покончил с собой. Звали его Андрей Морозов, он же Мурз. Мурз долгое время рубил правду матку, рассказывал о бардаке в российской армии, а на его отчеты с передовой часто ссылался Игорь Стрелков-Гиркин, когда еще был на свободе. Правда, у них вроде тоже был конфликт, но это не важно. Последней каплей для официоза стали опубликованные Мурзом оценки потерь российских сил в боях за Авдеевку. По мнению блогера, за несколько месяцев боев там погибли около 16 тысяч россиян. Это больше, чем потери советской армии в Афганистане за все 10 лет войны. Против Мурза началась кампания травли, и лидерами в ней стали завсегдатые телеканала «Соловьев Лайв». В итоге военблогер покончил с собой. Новостное агентство Украины берет скрин поста некого Мурза, да, большого друга Татьяны Монтяны, ее там фаворитов, пишет: с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. Когда он несет заявление в Питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме установленным порядком этого заявления, популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены герои. А вы, солдатики, умрите молча. Роман Сумбатыч, а не попадает ли это под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? А не попадает ли это под статью, я не знаю, подстрекательство по отношению к рядовым, да, там, вооруженных сил, чтобы они шли, писали доносы на свое командование? А вы, солдатики, умрите молча. Да за такое надо только с ноги бить. Там как раз такая ряха, что не промахнешься. Он уже в экран еле у Монтян там на стримах помещается. Интересно, что осенью 22 года сам Владимир Соловьев попробовал себя в роли борца за правду, изоблачающего нерадивых чиновников и генералов. Слишком много сволочей врали. Снизу доверху врали. О том, что у них на складах. О том, какие в техническом состоянии содержится техника. О том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. Тогда, в дни поражения российской армии под Харьковом и Херсоном, пропаганде было важно, не называя ни одной фамилии или должности, поорать на некоего абстрактного человека в мундире, просто чтобы слить в никуда накопившийся негатив, не задев ни одного ответственного лица. Сейчас задача у соловьевской команды иная – мочить каждого, кто отошел от методички. Один из самых жестких примеров – отработка темы ударов по построению. Уже в этом году произошла целая серия совершенно однотипных происшествий. Военачальники от большого ума строят военнослужащих на фронте в парадные ряды, например, для торжественной встречи генерала. А компактно выстроившиеся на открытой местности солдаты и офицеры становятся идеальной целью для украинской артиллерии. И та уничтожает за раз многие десятки человек буквально одним боеприпасом. Еще десятки получают ранения. Так вот, на канале Соловьев Лайв вы не услышите слов соболезнований семьям погибших и искалеченных, многие из которых были насильно угнаны на войну. Зато пропагандисты прям рвут и мечут, обсуждая тех, кто вынес ссор из избы, кто написал о произошедшем. Ведь по логике пропаганды преступление не в том, чтобы сотни людей погибли по воле президента и по неисправимой дурости начальства. Преступление – донести информацию о смертях до общественности. Ни про военные взгляды доносящего, ни его желание системе сообщить об ошибках,
чтобы она их исправила, ни его личное родение за успехи СВО, ничто из этого не является смягчающим обстоятельством. Единственный разрешенный способ говорить о проблемах – это их нормализовывать. Мол, идет война, а на войне всякое бывает, это, дескать, нормально. Ты должен сказать, что война – это тяжело, это больно, это горько. Но у тебя есть твой священный долг. А если тебе страшно, ты побежал и стал всюду это все моментально вирус эти писать, то извини. Ты с оружием побежал? То есть ты своих товарищей предал? Любопытно, что в начале недели на попытку привести себя к общему знаменателю посетовало одно из самых медийных подразделений в составе российских сил – неонацистская группировка «Русич» под командованием бывшего живодера Мельчакова. Они не только боевики, но и сами себе военблогеры и очень активно ведут социальные сети. У русичей, по их словам, случилось принципиальное расхождение с российскими властями по вопросу убийства украинских военнопленных. Неонацисты полагают, что расправы над безоружными солдатами ВСУ надо публиковать в сети, чтобы потом российские солдаты боялись сдаваться в плен украинцам. Такая у русичей логика. А спецслужбы и чуть ли не сама администрация президента требуют от русичей, чтобы те прекратили публикацию неудобных видео. Особенно, когда президент рассказывает в послании Федеральному собранию про любовь и милосердие. Русичи теперь жалуются на политическое давление и прямые угрозы. Им есть чего опасаться. В свое время они хоть и не примкнули, но в своих соцсетях однозначно поддержали мятеж Пригожин. Пригожин в свое время был тоже и боевик, и сам себе военблогер с большой аудиторией и персональным мнением. Как мы помним, его не просто устранили, а уничтожили демонстративно. До сих пор даже нет никакой другой версии причин его гибели, кроме как убийства. При том, что вместе с Пригожиным погибли совершенно невинные люди, гражданские пилоты и стюардесса. Но власти даже ради приличия не предложили какого-то варианта, при котором они не причастны к этой авиакатастрофе. Наоборот, все должны видеть, что бывает за неповиновение. Среди военных блогеров не последнее место занимают бывшие граждане Украины, которые переехали жить в Россию и решили работать на местные госсми. Они играют для госпропаганды роль неких правильных украинцев, выбравших верный путь. И спрос таких спикеров особый. Малейшая претензия на независимость, крохотная оговорка или неудачно подобранная фраза, и пропаганда сразу напоминает спикерам-неудачникам об их украинском происхождении. Гнобит и безо всяких стеснений называет людьми третьего сорта. Один из примеров – широко известный военблогер и уроженец города Сумы Юрий Подоляка. Его официоз попеременно то гладит по голове, то возит лицом по столу. А вот некогда популярная в Z-среде бывшая украинка Татьяна Монтян сейчас чуть ли не главная мишень для завсегдатаев Соловьев Лайв. Уже несколько месяцев ее целенаправленно травят. Из всех тех эпитетов, которыми ее награждают в федеральном эфире, мы на нашем канале можем произнести вслух только понятие «криптобандеровка». То есть Татьяна Монтян использует терминологию укронацистов. Понятно? То есть я еврей, для нее биомусор. Вот эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, тут вякает. Нормально такая? Рядом с Монтян сидит уроженец Одессы, автор популярного Z-канала «Призрак Новороссии» Владимир Грубник. Ну и вот, как о своем вроде бы союзнике отзывается Владимир Соловьев. Вечно криптохохляцкий бандеровский сволочизм. Поэтому не мне отвечать о налоговой инспекции. И правоохранительным органам теперь. То есть за мной охотятся, получается, по указу Зеленского украинские спецслужбы и криптобандеровская сволочь их обслуживающая. Олега Царева, другого перебежчика из Украины, тоже долго травили, но потом кто-то неизвестный совершил на него покушение. Царев был тяжело ранен, и от него пока что отстали. 2 марта супруга Игоря Стрелкова-Гиркина сообщила, что уже 7 месяцев заключенному не разрешают ни свиданий, ни даже телефонных звонков матери. А все заявления на этот счет судебные инстанции якобы теряют. На примере военблогеров, а к их числу в последние годы вполне можно отнести и Стрелкова, можно легко проследить, как именно работает государственная система при четвертьвековом несменяемом президенте.
Если человек действительно во что-то верит, если он по-своему искренен и не готов колебаться вместе с генеральной линией, путь ему за решетку или в могилу. Стрелков, Геркин и Мурс – персонажи в высшей степени неприятные. Одного из них и вовсе Международный суд признал военным преступником. Мы им ничуть не симпатизируем. Однако важно верно понимать происходящее. Люди эти действительно уверовали в свое преступное дело и не замолчали, когда было велено замолчать. И приплыли. В путинской системе нельзя иметь убеждений. Но сделка с совестью тоже не является охранной грамотой. Бывшие граждане Украины, которые решили встать в пропутинские пропагандистские ряды, для системы так и остались бывшими украинцами. Своими они не станут никогда. В системе, которую отстроил Путин к началу третьего года войны, не осталось никакой модели поведения, которая могла бы гарантировать безопасность. Сторонник войны имеет не просто не меньше, но иногда даже больше рисков, чем ее противник. Всегда есть шанс, что тебя сожрут за то, что ты поддерживаешь спецоперацию каким-то неправильным образом. А в условиях, когда методички меняются с невероятной скоростью, даже спикеры с очень гибким позвоночником регулярно гнутся не в попад. Не все военблогеры такие же искренне верующие, как Стрелков или Мурс. Но чуть ли не каждый из них умудрился попасть под огонь от своих за то, что не успел сориентироваться. Ведь сейчас следовать генеральной линии партии – это как играть в змейку с нарастающей скоростью и сложностью. С другой стороны, пока системе еще нужны головорезы, открыто называющие себя нацистами, пока они системе хоть чем-то полезны, они будут для нее своими в доску. Системе, которая давно отринула письменное право, системе, в которой уже не особо работают даже понятия, ей тем более плевать на все свои пафосные слова про денацификацию и 9 мая. Надо будет, депутаты Госдумы сфотографируются и с поклонниками Гитлера. С ними готовы побрататься и сотрудники центральных федеральных телеканалов, от Александра Сладкова до Марьяны Наумовой. Но это, конечно, до следующего поворота генеральной линии. Придет время, придут и за Мельчаковым. Главе Русичей, судя по его постам, уже дают по шапке, потому что иметь свое мнение о войне в путинской системе опасно всем, не только ее противникам, но и самым рьяным сторонникам и даже непосредственным участникам. Ровно через 2 недели в России пройдет электоральное мероприятие по переназначению Путина. Хорошо бы, чтобы каждый гражданин страны понимал, что Путин ему не нужен. Путин для него смертельно опасен. Понятно, что в России, живущей по закону, многие из перечисленных персонажей все равно сидели бы за свои уголовные преступления. Но никого из них не довели бы до самоубийства, не лишили бы гарантированного права позвонить матери. Никто бы не ходил под угрозой физического устранения, хоть были бы они и в тюрьме. Скажем больше, в правовом государстве эти деятели и не совершили бы многих из своих преступлений. Правовое государство не создало бы пространство для реализации людоедских наклонностей. Мельчаков не командовал бы неонацистской группировкой, рискуя каждый день быть прихлопнутым своими. Он отсидел бы положенное еще за живодерство. А Стрелков занимался бы своей любимой военно-исторической реконструкцией. Мурс ругал бы либералов в своем блоге. Перебежчики, которых сейчас и в Украине заочно осудили, а в России вовсю гнобят, и те спокойно занимались бы какими-то своими делами, потому что никакой войны не было бы и никуда не нужно было бы перебегать. Нормальное государство работает над тем, чтобы человек, имеющий потенциал для криминального поведения, никогда в жизни его не реализовал. Мало ли на свете реконструкторов, которые, дай им только такую возможность, убивали бы людей не понарошку, а в самом деле. Немало. Вот только здоровая система им такой возможности не дает. Особенность путинского режима в том, что он осознанно создает условия, в которых человек, способный совершить зло, обязательно его совершит. Но этот же режим потом с огромной вероятностью злодея и сожрет. Своих не бросаем – это лозунг только для плакатов. В действительности путинская система бросит в тюрьму, загнобит и лишит жизни как чужого, так и своего, или условно своего. Вообще для нее нет своих в принципе. Люди для нее – ресурс. И недостаточно ценный ресурс, чтобы его беречь. До завтра.